Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Вот такая птаха у меня получилась. Это новинка фирмы Звезда. Пассажирский самолет Як-40 в 144 масштабе. Сборка чистейшая из коробка. Но лучше по порядку. В этом ролике я собираю модель, грунтую, крашу, клею декали, наношу смывку. Пластик у меня тестовый, зеленого цвета. В серии он уже традиционный, серый. Деталей не совсем много. Самая важная часть – это фюзеляж. Начну с него. Откусил, примерил и порадовался хорошему шву. Чтобы ускориться, откусил с лидников почти все, что можно откусить. И что можно сразу покрасить. Разбег цветов небольшой. Кабина, ниши шасси, стойки в серый цвет, диски колес, выхлопы двигателей в алюминий, кресло экипажа в синий. Ручки кресел крашу в серый уже кистью. В собранной модели, забегу вперед, через остекление почти ничего не видно, так что можете сильно не заморачиваться. Что-то, конечно, и видно. Кресло вставляю на свои места. Стекла иллюминаторов выполнены лентой, что просто прекрасно. С правого борта, это скорее потому, что будет еще одна версия Як-40, нужно откусить одно окошко. А вот с левого, наоборот, рассверлить одно, что я, собственно говоря, и делаю. Круглым надфилем дорабатываю отверстие уже под размер стекла, так как точного нужного сверла у меня не было. Перед тем, как склеить две части фюзеляжа, нужно положить груз в нос самолета, чтобы модель после сборки не опрокидывалась на четвертую точку. По инструкции это 5 грамм. Но 5 грамм для моделей такого маленького размера это очень много. Залепил в итоге все, что можно было залепить. Чтоб точно не запрокидывался. Приклеил канал воздухозаборника второго двигателя. Забыл это сделать сразу, так как в инструкции это не указано, но его же нужно покрасить. Место перед ним будет очень как видно. Я не знаю, в какой ливрее буду делать мой Як, поэтому выкрашиваю в белый цвет. Как в основном на всех его фотографиях. Ободок внутри нужно покрасить перед склейкой, потом это сделать будет проблематично.
Выбираю цвет из набора красок фирмы Akan. И беру самый яркий алюминий. Наложил маску и покрасил. Теперь можно и соединять две половины фюзеляжа. Фюзеляж склеил. Самая сложная часть — это остекление кабины пилотов. Клею его на прозрачный клей от фирмы DSPI. Выравниваю остекление. Работаю в перчатках, чтобы пальчики не оставить случайно. И засвечиваю клей. По шву склейки фюзеляжа нанес шпаклевку эпоксидную. Шва быть не должно. Теперь зашкуриваю швы наждачными губками разной зернистости, не забыв предварительно добавить воды. Вот теперь совсем хорошо. Примеряю крыло. Щели есть, но они совсем небольшие. А вот теперь раз, и их нет совсем. Следующий шаг — это восстановление расшивки. Прозрачный толстый скотч и скрайбер. Вот мое оружие. Перед тем, как загрунтовать модель, спрятал все места, которые уже окрашены. Это ниша шасси и воздухозаборник второго двигателя. Выхлоп второго двигателя спрятал под жидкой маской. Обезжириваю модель спиртом. Наклеиваю маски на остекление кабины пилотов и иллюминаторы. Теперь модель готова к грунту. Пробовать грунтовать я буду новой химией от фирмы Jim Scale.
Грунтовка белого цвета. Разбавлять ее типа не нужно по инструкции, но я разбавил. Красить начинаю с законцовок крыла и стабилизатора, а они красные. Законцовки крашеные спрятал под маски и начинаю окрашивать модель в базовый белый цвет. Он в принципе и единственный. Маски теперь эти не нужны, можно их и снять. Подтеков нет, и это прекрасно. Окрашиваю резину в цвет резины. Чтобы покрасить противообледенительные поверхности, укутал самолет почти весь, так как краска с аэрографа свою поверхность всегда найдет. Ну, лучше не полениться и укутать получше. Решил попробовать краску цветом легированная сталь. Но она в итоге прям желтая сильно. Взял нормальный алюминий и перекрасил все. Маски снял. В одном месте краска нашла то, что не должна была найти. Это не беда, подкрашиваю белым. Реверсы. И места на фюзеляже под них крашу в вороненую сталь. Теперь нужно и заняться двигателями, спрятать выхлопы. Для этого нужны маски. Беру уже размерные от фирмы CAF, диаметром 3,1 мм.
Дальше, как с фюзеляжем, тот же грунт. И та же краска. Это прям обязательно. Вентиляторы тонирую черной тонировкой. Перед нанесением декалей покрываю всю модель глянцевым лаком. Двигатели готовы. Маленькие, но очень красивые. Декаль — это самое основное в гражданской авиации. Я прям помучился 3 дня. Особенно с триколором на нижней части. Декаль там состоит из кусочков. Ну, благо у меня еще 3 коробки с яком лежит. Было откуда взять. В общем, декаль наклеил. Ну, в одном месте можно было поработать и получше. Я думаю, что вы заметили, в каком. И снова глянцевый лак, чтоб обложка декали не выделялась и чтоб потом смывку нанести четко. Снимаю маски. И вот здесь самый главный мой косяк. На этом борту первые иллюминаторы с двух сторон должны быть замурованы. А еще декаль антибликовая, ну, по моему мнению, переразмерена. Здесь надпись Як-40 забыл наклеить. Ну, это я исправлю. И, кстати, здесь стабилизатор еще кривой. Ну, я его потом тоже переклею. Спереди на стабилизаторе должен быть проблесковый маячок. У меня он в процессе сборки как-то и куда-то удалился, стерся, короче. Может быть, это и к лучшему. Восстанавливаю его с помощью прозрачного клея. И так даже лучше, чем когда он был не из прозрачного пластика. Осталась мелочевка, это створки ниш шасси, реверсы опять перекрашиваю, на этой ливреи они белые. Смывка. Смывку взял готовую, фирмы MIG Production, серого цвета.
Нанес на всю расшивку и даю высохнуть около минут 15. И начинаю смывать. Растворитель от этой же фирмы. Ну, хотя внутри это White Spirit, можно и его использовать. Расшивка выделилась, грязи нет, и мне это нравится. Доклеиваю декаль, про которую забыл ранее. Поставил самолет на шасси, и на этом стройка закончена. Но тема с Як-40 у меня еще далеко не закончена. Буду строить еще, но потом. Спасибо вам за внимание. До скорой встречи. Ваш Я-моделист и я, Виталий Новиков.